Привет, друзья! Несмотря на то, что про подготовку солдат КНДР в российской армии уже известно неделю, до сих пор было неясно, как это происходило. На первых интервью российских военных инструкторов были даны ответы на многие вопросы. Начнем с того, что по данным разведывательной службы Республики Корея, в Курской области России было подготовлено 15 тысяч солдат КНДР. Касаясь особенностей подготовки солдат, средний возраст солдат КНДР 25 лет. Физически крепкие, подготовленные, исполнительные и мотивированные. В России солдат учили специфике современного боя, с учетом угроз от дронов. Языковой барьер был преодолен. Для наших инструкторов сделали специальный небольшой разговорник. Здравствуйте, Анёха Семняка. Отход, Чальсу, Держу, Саге. Также российский военнослужащий сообщил о полученном от КНДР оружии. Более подробно обо всем в видео. Из главных особенностей подготовки, самое первое, наверное, с чем мы столкнулись, это языковой барьер. С языковым барьером боролись каким образом? Получается, командиры подразделений наших союзников проходили, получается, с переводчиком упражнения вместе с нами, мы им показывали, а потом, получается, под нашим руководством также руководили своими подразделениями. Это была главная особенность. Вскоре начали сами союзники учить наш язык со временем. Потом мы также с самого начала был у нас небольшой разговорник, там 20-25 слов, которые я знал, и мне этого хватало, в принципе, для того, чтобы проводить занятия. Без переводчика. Плюсом еще особенностью какой, отличающейся от нашей подготовки, очень хороший уровень физической подготовки у ребят. Если есть какие-то базовые навыки и нету прям углубленного узкого какого-то профиля, мы можем из них лепить все, что угодно. То есть нам позволяет их физическая подготовка, их трессировать, получается, тренировать, как нам угодно, и мы можем рассчитывать на то, что они справятся. Даже случаев там тепловых ударов, там еще каких-то случаев, там, когда человеку стало плохо с сердцем, практически не случается. Что первое стоит отметить, подразделения пребывали структурно подготовлено. То есть то, что касается боевой подготовки, физической подготовки, все было хорошо. Но в реалиях тот опыт, который мы получили, нам приходилось им передать. То есть в первую очередь это противодействие дронам, FPV и тому подобным воздействиям. Они информацию воспринимают очень хорошо. То есть мы почти сразу нашли общий язык. Да, языковой барьер много значит, но нам удалось это преодолеть, и мы сделали все от себя возможное. Что-то, может быть, вот больше понравилось? Да, есть. Это определенно командная работа, сплоченность, военно-политическая работа. Люди стоят плечом к плечу, и на это очень приятно посмотреть. Несмотря на то, что они прибыли не так подготовлены, как мы все равно передаем в полном объеме все свои знания и данные. Единственное, что пришлось, это немного сделать апгрейд себя, то есть поднять свой языковой барьер и работать дальше в том же темпе. Что тебе понравилось в этих ребятах? Мне понравилась самоотдача. Они очень неукоризненно, точно выполняют все поданные команды, все задачи. Изначально эти парни очень хорошо замотивированы своим военно-политическим руководством. И ввиду договора о всеобъемлющейся помощи, они сюда приехали и ни разу не отступили от своих намерений. Нам очень приятно с ними работать, и мы всегда работаем рука об руку, плечом к плечу. Из того, что нам стоит перенять, мы получили интересные образцы вооружения. Например, назову один, это их миномет 60-миллиметровый, который переносится очень просто, максимально быстро развертывается и показывает отличный результат. 사가 백건 만발하게 피고 강무에는 안개 흐르네. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.